Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала «Рыболовные снасти и рыболовные мережи». Сегодня мы разберем один вопрос, один момент, скажем так, да, один момент непосредственно по изготовлению, когда уже изготавливаются рыболовные мережи, рыболовные крылья, рыболовные подкрылки. Значит, как правило, из-под машины, если приходит дель, да, или получаете вы дель, там, скажем, или покупаете вы дель, и если вам необходимо большой ее размер и большой ее объем, то она выходит из-под машины и получается вот такой тюк. Вот такой тюк. Как правило, из-под машины она выходит, скажем, смотря какие там челноки стоят, и непосредственно уже идет какое-то количество по высоте ячеи. Бывают разные высоты по ячейности, скажем, там, ну, к примеру, 130, там, 250, 500 там, с чем-то ячеи, смотря какие стоят машины и какие там стоят шпули. Значит, непосредственно провяз идет, он собран в жгуте, не как сетное полотно вверх с низом, да, а идет уже в жгуте по всей длине. То есть по всей длине идет жгут. Сейчас мы тут подрежем. Как правило, значит, она вот так расположена здесь, да, и находится непосредственно. И то, что собран этот жгут, уже идет этот жгут собран. Вот она идет по всей уже непосредственно, и идет жгут собранный по всей длине. То есть длина ее, как правило, составляет там 40-50 метров. В зависимости, получается, непосредственно это дель, когда ее красят там по технологии в ваннах, идет растяжка, идет ее растяжка, когда ее красят, и вытягивают ее уже за крайние петли. То есть удобней непосредственно при изготовлении, чтобы узлы более стянулись после провяза, ее красят и еще вытягивают, чтобы зафиксировать, скажем так, узлы непосредственно. Если это идет речь о узловой дели. Также существует безузловая дель, там немного технология совершенно другая. Какой здесь непосредственно момент? Тут момент какой? Скажем, когда идет растяжка, да, по этой дели, то ее протягивают, стоят такие там, ну, захваты, и протягивают ее вот за эти края. Идет покраска, и ее протягивают. И вот этот край, да, он не нужен, вот этот край. Его необходимо обрезать. То есть вы его не используете, вы его подрежьте. Просто подрежьте. Подрежьте там ячеи 2, чтобы было ровное, с этой стороны было ровное расположение непосредственно расположение края. Чтобы край был ровный, чтобы он где-то что-то не стягивал, когда вам придется там что-то подделывать или подшивать. Также здесь по краям идут уже непосредственно, тут идут целые петли. Идут целые петли. Целые петли с одного края, и уже целые петли непосредственно идут с другого края. Чтобы правильно работать, скажем, непосредственно с данной делью, да, и из нее что-то уже изготавливать, необходимо ее перебрать. Ее необходимо, этот жгут, разобрать уже непосредственно, как сетеполотно упаковывается, да, необходимо ее разобрать и уже жгут разместить, в жгут ее собрать как по высоте. То есть по высоте. Не по длине, как сейчас она собрана в жгуте, а уже разместить для работы ее в жгуте по высоте.
Это точно так же вы берете там непосредственно, ну, игличку, там, челнок, что удобно. Я называю, то есть, правильно, скажем, там, челнок, да, рыболовный. Ну, мне удобно, когда использую игличка, или там кто-то меня поправлял, что плашку там надо. Ну, а мне удобнее называть плиточка. Так что теперь-то? Вам удобнее там свою жену называть зайка там, да, или киска, а мне удобно по-другому. Так что теперь-то? Не надо меня поправлять. Я и так знаю хорошо, как что называется. То есть необходимо также взять игличку или челнок, да, и уже непосредственно набрать эти все петли по длине и собрать. Скажем, вот у меня рядом лежит еще один кусок непосредственно, да, уже собранный, уже разрезанный, уже подрезанный. То есть вот они уже собранные идут данные куски, они уже собраны. Да, тут также существует и рез, вот, они собраны у меня уже непосредственно для работы на веревке. И какой-то размерность уже необходима. Есть еще непосредственно один момент здесь, когда процесс разрезания дели происходит точно такой же процесс разрезания дели, как и по сетям мы с вами рассматривали. Сейчас я как бы наберу один край и кусок буду обрезать, и я вам покажу непосредственно. То есть точно так же оно разрезается, как и сетное полотно. Режется посередине ячеи, да, оставляя хвостики. Чтобы не запутаться, да, не ошибиться, не съехать, лучше не спеша ее разрезать. Если даже вы непосредственно все равно все любые провязы, да, у нас в Российской Федерации поступают непосредственно вот таким образом, собраны таким образом, никак по-другому. И если вы где-то берете непосредственно какой-то кусок, ну, как правило, дель там на рынках продают ее там метражом, да, то есть вот замеряют вот этот метраж в жгуте, его продают метражом, где-то продают килограммами, скажем так, да, на вес. Так вот, если вы заказываете, все равно вы получите какой-то кусок какой-то длины, скажем, будь то там 10 метров, там, весом, к примеру, там, сколько-то килограмм, 4 килограмма или еще что-то, все равно вы ее получите в таком образе. И вам необходимо ее перебрать, скажем, набрать для того, чтобы уже в дальнейшем с ней работать. То есть сейчас я наберу один край, ну еще раз мы как бы с вами пройдем момент, что как ее резать, да, там не спеша, посмотрим, скажем, покажу, чтобы еще раз пройти этот момент. То есть уже урок-то был, на канале представлено видео, как это делается. Но мы еще раз так закрепим, чтобы не было кому-то обидно, что как-то неправильно он обрежет дель. То есть довольно-таки дорогие вещи, да. В настоящее время рыболовство довольно-таки дорого в какие-то моменты. Ну, чтобы не было обидно, скажем, подрезание там лишних ячей и нитки, да, то есть было не востребовано, скажем. Да, вот то, что мы говорили про вот этот край, который вы спокойно там 2-1,5 ячеи просто подрезаете ровно, чтобы он не мешал в дальнейшем работе и не стягивал там ваше изделие, да, скажем, будь то там крыло или подкрылок или еще что-то, его спокойно подрезаете. Вы его можете получить также при покупке, скажем, непосредственно дели. Вы его можете получить, если с края вам будут отрезать кусок. Один будет кусок ровно отрезан, там, к примеру, а второй кусок будет вот такой. Ну, здесь не надо жалеть, здесь отрежьте там 1,5-2 ячеи, просто срежьте его. Ну, точно так же мы начинаем, как и любое сетное полотно, да, просто набирать край петель. Набираем край петель. Ну, вот я набираю здесь по 2 ячеи. По 2 ячеи набираем. И так мы ее проходим до самого конца. Все эти там
40-50 метров мы набираем. Если кому необходим уже сразу подсчет, скажем, в рыболовных мережах необходимо применять математику. Математика там играет большую роль, и необходимо считать петли. То есть, если кому-то необходимо подсчет именно петель этих, то вы можете сразу, пока набираете, да, посчитать себе, сколько петель вы набрали, ячей, да, и уже где-то записать, чтобы вам было понимание, как вам раскроить этот непосредственно кусок, на какие-то вещи вам его раскроить, чтобы получить какое-то изделие, чтобы более рентабельно его раскроить, чтобы потом не связывать или не сшивать.